Добрый день, приветствую вас на канале Вязальная шкатулка. Сегодня хочу рассказать, как связать крючком вот такой интересный узор. Узор очень плотный, и на него уходит большое количество пряжи, потому что он вяжется рельефными столбиками с накидом. Это лицевая сторона, это изнаночная сторона. Узор идеально подойдет для вязания теплых кардиганов, жакетов на зиму. Также можно им связать жилет, плед или подушку, декоративную подушку для вашей квартиры или дома. Посмотрите, какой узорчик. На схеме, сейчас я покажу схему, вот это лицевые выпуклые столбики или лицевые рельефные столбики с накидом, а это изнаночные столбики с накидом. Еще их называют рельефные столбики, которые вяжут спереди и сзади. Рельефные столбики с накидом. Либо выпуклые столбики и вогнутые столбики. В общем, у них существует несколько разных названий. Сегодня я вяжу крючком номер 3 из вот такой интересной пряжи. Она называется Alize Cotton Gold Tweed. В 100 граммах 330 метров. Пряжа очень интересная, мягкая. Из нее, я знаю, вяжут игрушки. Да, в составе у нее 57% хлопка и 40% акрила, 3% полиэстера. Схема выглядит вот таким образом. Столбики, первый ряд это обычные столбики с накидом. И второй ряд чередования группы из 3 рельефных столбиков. 3 выпуклых, 3 вогнутых, 3 выпуклых, 3 вогнутых. Я специально обозначила разным цветом разные ритмы узора. Если скрыть первый установочный ряд, то прослеживается очень четкий ритм. Сначала мы вяжем в шахматном порядке над выпуклыми вогнутые столбики, затем 2 ряда вяжем одинаковых столбиков, то есть над выпуклыми будут выпуклые столбики, и опять чередуем над выпуклыми вогнутые столбики, и потом опять 2 ряда вяжем одинаково. Я специально для себя разделила схемку на такой ритм, потому что вязать гораздо проще, более понятно, какие столбики над какими вязать. И сейчас, когда буду вязать образец, я вам покажу, что схемой, в принципе, пользоваться не обязательно. Главное понять принцип данного узора, и можно уже точно не запутаться, когда вы будете вязать изделие. Для образца я набрала 20 воздушных петель плюс 3 воздушные петли подъема. В третью петлю от крючка начинаю вязать первый ряд обычными столбиками с накидом. Первый ряд установочный, здесь никак невозможно провязать выпуклые вогнутые столбики, поэтому вяжем простые столбики с накидом. Первый ряд готов. Второй ряд начинаю с воздушных петель подъема. Вяжу 2 воздушные петли подъема и первые 3 вяжу группу из 3 столбиков с накидом. Буду вязать сначала лицевые столбики, выпуклые, их еще называют. Крючок ввожу под столбик, обвиваю его, ввожу сзади и провязываю обычный столбик с накидом. Опять вот так вот под столбик ввожу крючок. Первые 3 столбика связала. Теперь вогнутые столбики или изнаночные. Крючок ввожу спереди, обхватываю вот так вот столбик и вяжу обычный столбик с накидом. 1, обхватываю 2, 2 и 3, 3. Это вогнутые или изнаночные столбики. Еще раз лицевые столбики. 1, 2, 3. Изнаночные столбики. 1, 2, 3,
лицевые, три, и сейчас 3 изнаночных столбика. 1, 2, 3 свяжу обычный столбик, потому что здесь цепочка из воздушных петель. Второй ряд готов. Вот смотрите, как получается. В следующем ряду на схему я вообще не ориентируюсь. Сейчас объясню почему. Ну, вернее, если вам удобно, вы можете вязать по схеме. Я расскажу принцип, который мне показался приемлемым, чтобы не считать вот эти ряды, не заморачиваться, где вязать выпуклые вогнутые столбики. Над изнаночными столбиками я буду вязать лицевые столбики. 1, 2. То есть 2 ряда подряд у вас должно получиться вот такие дорожки, ну, либо косички из верхних частей столбиков с накидом. Вот. Это так будем вязать 2 ряда, а в следующих рядах над ними будем вязать выпуклые столбики. Сейчас, когда сформируется узорчик, я покажу, как это выглядит. С этой стороны видно, буду вязать изнаночные столбики. Тоже видите, 2 косички в этом ряду будет. В следующем ряду над ними буду вязать столбики другого типа. То есть сейчас вязала изнаночные, потом буду 2 ряда вязать лицевых столбиков. Здесь над выпуклыми вяжу выпуклые столбики. 1, 2, 3. Над вогнутыми вяжу вогнутые. 1, 2, 3. Над выпуклыми опять вяжу выпуклые столбики. 1, 2, 3. Здесь вогнутый. 1, 2, 3. И в конце обычный столбик с накидом. Вот готов 3-й ряд. В 4-м ряду начинается шахматный порядок узора, то есть над выпуклыми столбиками будем вязать вогнутые столбики. 1, 2, 3. Вот видно, что появилась вот эта косичка, и эта косичка у нас должна повторяться 2 раза, как вот в этой части 2 раза повторяется косичка. Здесь будем вязать выпуклые столбики. 1, 2, 3. То есть 2 ряда будем вязать столбики обратные тем, которые мы видим. Противоположно выпуклыми вогнутые и наоборот. Вот, в принципе, в этом и заключается суть узора. Просто чередовать выпуклые вогнутые столбики и каждые 2 ряда менять их порядок. И все. И схема, по большому счету, не нужна. Сейчас я довяжу ряд до конца и свяжу еще 1 ряд. И в следующем ряду опять покажу вам, как я определяла порядок выпуклых и вогнутых столбиков. Мне кажется, это очень несложно. 1, 2, 3.
Вот такой ряд получился. Начали вязать столбики в шахматном порядке в этом ряду. 2 воздушные петли подъема. В этом ряду вяжем так, как видим узор. То есть над выпуклыми вяжем, над вогнутыми вяжем вогнутые столбики. С этой стороны, чтобы косичку было видно спереди. 1, 2. То есть вяжем точно такие же столбики, как мы видим по узору. В следующем ряду мы поменяем чередование. Один, 2, 3 вогнутых столбика и 3 выпуклых. 1, 2, 3. Вот опять 2 косички, их связали. Когда уже видите, что у вас 2 косички есть, значит пора менять, это не 2 косички, пора менять чередование столбиков. Узор совсем не сложный, единственное, нужно быть внимательным к количеству столбиков, как их вовремя сменить, чередовать, когда вязать изнаночные, когда лицевые столбики. И есть еще один нюанс этого узора, что он поедает очень много пряжи, больше, чем обычно. И еще раз добавлю фотографию жакета, который связала Евгения Руденко. Используя именно такой узор, жакет получился очень интересный. Как вам узорчик? Надеюсь, вам понравится такой узор, вы будете использовать его в своих изделиях. Вот, пишите комментарии, насколько интересный узор. Может быть, вы что-то уже вязали таким узором. Ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на мой канал. В ближайшее время буду снимать много интересных видео. В планах новогодние игрушки и необычные узоры. Всего хорошего. Прощаюсь с вами. До свидания.